уже присоединился. Я очень рада. Спасибо, друзья, что дождались. У меня форс-мажоры небольшие, поздно с работы пришла. Еще мои домашние поболели, так что я тут немножечко в запаре была. Друзья, в общем, мы собрались сегодня для того, чтобы обсудить наш вчерашний стрим о половом отборе. Вот, его, в общем, не все поняли. С одной стороны, из-за языка, с другой стороны, возможно, я тоже допускаю, что не всем было понятно разговор как бы двух биологов, да, двух специалистов. Не факт, что как бы все... Да, здравствуйте, рада всех видеть. Подключайтесь. С другой стороны, возможно, немножечко непонятна была сама терминология, да, или такой в целом дискурс какой-то, мы как-то не особо ориентировались, учитывая, что не было чата, у нас не было возможности читать ваши вопросы, поэтому мы, в общем-то, немножечко так вот провели его так, как это понятно было интересно нам. Ну, по крайней мере, я для себя выяснила много интересных вопросов. Скажем, в основном это касалось того, какое современное состояние исследования вообще эволюции, да, и эволюционных процессов, ну и в частности полового отбора. И, в общем, как раз Виктор рассказал о том, ну, в общем, как обстоит дело с исследованием в области моделирования эволюционных процессов. Моделирование эволюционных процессов, насколько вы понимаете, это, скажем, такая теоретическая некоторая работа. Есть в плане изучения эволюции практическая работа, которая включает изучение, ну, в частности, там, палеонтологическую, да, например, работу, изучение там всяких ископаемых остатков. Есть молекулярно-генетический способ изучения эволюции. Это изучение соотношений между различными организмами, скажем так. Мы изучаем геном, мы сравниваем, как у нас развивались организмы, какие появились новые мутации, где у нас что-то общее, где появляется впервые что-то различное, и таким вот образом, ну, скажем, восстанавливаем молекулярную эволюцию. И, кстати говоря, вот с развитием метода молекулярной биологии в эволюции произошел такой, ну, вообще, скажем так, в систематике даже, наверное, и в понимании того, как развивался живой мир, произошло такое, некоторая реконструкция. Был введен такой вот кладистический подход, да, если раньше там таксоны, ну, там были другие, там на основании палеонтологии систематика была немного другой, то с появлением молекулярных методов стали подразделять наклады, которые, скажем так, морфология оказалась не настолько очевидным, скажем так, фактором, по которому можно классифицировать. Оказывается, что многие морфологические признаки появлялись в процессе эволюции несколько раз, и они вот таким вот образом, скажем так, не линейно эволюционировали. Это вот о том, что условия играют большую роль в эволюционном процессе, в принципе. Я психопат, ну, я не знаю. Я отвлекаюсь, читаю некоторые, потому что для тех, кто смотрит, будет, я буду отвлекаться, читать чат, я потом отвечу на вопросы. Итак, друзья, значит, давайте, чтобы не отвлекаться, да, потому что тема такая достаточно сложная, объемная. В общем, давайте все-таки пока об эволюции, в частности, о половом отборе. Значит, ну, сфокусируемся на половом отборе, потому что все-таки мы разбираем видео, и это было основной темой нашей беседы. И вот основная, ну, то есть что собой, в принципе, представляет половой отбор и почему он важен? Потому что, собственно, ну, то есть основной механизм эволюции, да, наследственности, то есть механизм эволюции – это наследственность и изменчивость. Вот есть два таких вот материальных, скажем так, процесса, два процесса, которые направляют ход эволюции, в принципе, поддерживают жизнь. Наследственность и изменчивость. Вот как раз-таки наследственность, она и реализуется в процессе размножения. И поэтому очень большую роль играет, с одной стороны, выживание особей, да, которое обеспечивается в процессе отбора, естественного отбора. То есть, ну, собственно, выживание в тех условиях, которые создаются. Условия имеется в виду и среда, и окружение, там другие виды, другие животные и так далее. Это вот у нас такой, скажем так, естественный отбор, да. И есть также второй очень важный компонент – это половой отбор. Половой отбор, собственно, он для размножения не менее важен. Почему? Потому что у особи недостаточно просто выжить, быть какой-то там прокачанной, да, иметь много в себе каких-то качеств, скажем так. Мне уже сложно, я поговорила немного на одном языке, теперь сложно переключаться на другой. И, в общем-то, не только важно сохранить свои эти качества, но и передать их потомкам. Таким образом, процесс размножения, он очень важен. И вот как раз в этом процессе, когда появляются у нас два пола, появляется какой-то
выбор, предпочтительный выбор одним полом другого. И вот это, собственно, и есть предпочтительное размножение. Здравствуйте. С определенными особами, да, другого пола, то есть вот это вот и есть, собственно, половой отбор, как он есть, и возникает он тогда, как мы выяснили с Виктором, когда возникает, в принципе, два пола. То есть размножение, оно возникает раньше, и размножение возникает у нас у одноклеточных, скажем, ну, даже у бактерий, ну, это тоже одноклеточные, в принципе, формально. Но у бактерий, уже у бактерий есть рекомбинация, то есть некоторый обмен генетическим материалом. Тоже, в принципе, что обеспечивает половой процесс, да, тоже, что обеспечивают разный пол. Но потом, по мере, то же самое есть там у простейших наблюдается, но как бы по мере усложнения организмов появляется все-таки разделение, специализация двух полов. И пол, он определяется, вот мы тоже пытались поговорить, чем, в первую очередь, то есть в процессе эволюции пол определяется тем, скажем так, разным биологическим вкладом, физиологическим в новый организм. То есть если у нас, когда у нас начинает появляться более крупная клетка и более мелкая, скажем так, появляется вот это вот так называемая гетерогамия. Гетеро разные, ну, собственно, гаметы это половые клетки. Вот когда они приобретают разный вид, вот тогда вот, собственно, и появляется уже, можно сказать, два пола, половой процесс. С чем это связано? Опять-таки вопрос такой дискуссионный. Ну вот я предложила, и, в общем, эта точка зрения такая является достаточно общепринятой, что пол появляется, то есть специализация вот это вот идет между полами для того, чтобы увеличить, скажем так, способность, с одной стороны, передавать максимально питательные вещества будущему организму, то есть, да, сохранять, накапливать их, а с другой стороны, обеспечить максимальное разнообразие. Ну, то есть не то, чтобы, опять-таки, у эволюции нет цели там специально поддерживать разнообразие, просто смысл в том, что те организмы, которые приспособились, скажем так, ну, вот, к большему разнообразию, более разнообразные организмы, которые в своем генотипе накопили больше вариантов генов, они с большей вероятностью выживут, если условия изменятся. Вот таким вот образом. То есть те организмы, которые в своем генотипе накопили больше мутаций, условно говоря, они с большей вероятностью выживут. Вот поэтому существует, ну, как бы вот в теории существует эволюционный процесс, поэтому какие-то организмы выживают, какие-то не выживают, и поэтому вот идет само это развитие, потому что идет накопление вот этих вот мутаций, да, совершенствование, сохранение каких-то новых, собственно, эволюция – это закрепление, сохранение каких-то способов размножения и каких-то способов адаптации. Вот таким вот образом это происходит. И вот конкретно половой процесс у нас возникает благодаря тому, что одна клетка у нас женская, да, в данном случае яйцеклетка, она специализируется на сохранении питательных веществ, на том, чтобы хранить в себе там максимально много жира, желтка, белка, и всяких там полезных питательных веществ, а сперматозоид специализируется на том, чтобы быть более подвижным, и, соответственно, мужской организм может производить больше таких клеток, да, потому что на них меньше идет ресурса. На самом деле вот для эволюции очень важным является вот эта вот экономность. То есть если нам на уровне нашего организма кажется, что там калории туда, калории сюда, мы наоборот стараемся их там потратить больше, да, меньше есть уже себя ограничивать. Но, тем не менее, на самом деле это очень дорого стоило, пока организмы развивались, пока вот многоклеточные организмы развивались. То есть это достаточно такое дорогое приобретение. И то, что мы на самом деле можем так вот спокойно себе позволить обращаться с калориями, запасать жир, это на самом деле вот уже приобретение последних там уже век эволюционного процесса. Я вижу, что вы пишете вопросы, я потом буду на них отвечать. Пока, чтобы я не потеряла мысль, потому что все-таки я как бы пересказываю дискуссию, да, мысли другого человека, нашу дискуссию, постараюсь не сбиваться и продолжить. Итак, у нас появляется, то есть две клетки, они специализированы. И, кстати говоря, это проявляется не только в, скажем так, в строении половых клеток, но и в строении организма. Если мы посмотрим, то у многих организмов действительно самки, они являются более крупными, то есть они приспособлены к тому, чтобы накапливать больше питательных веществ, больше жира, это как бы и в основном-то они и выбирают как раз, а самцы более подвижные, более активные, меньших размеров часто. И вот, в общем, это отражает вот эту вот общую тенденцию. Это, скажем так, реплицируется, это репликация какого-то свойства на разных уровнях
организации, если вы организма, если вы понимаете, да, если я понятно выражаюсь, то есть маленькие клетки, ну, это маленькие, соответственно, самцы, маленькие такие организмы. Ну, это отражает как бы вот такую вот эволюционную стратегию обеспечения разнообразия, того, что они вот обеспечивают вот это вот движение разнообразия веществ. О чем, значит, еще какой важный момент, вот то, что именно Виктор, да, подчеркивает, его проект касается этого, это то, что важно вот иметь в виду, то, что на самом деле нет какой-то единой такой вот стратегии размножения у вида утвержденной, то, что мы вот будем размножаться там таким-то образом, родим столько детей, это, скажем, уже у человека так может быть, потому что, да, мы уже за счет своих преодоления каких-то природных склонностей мы уже можем так вот планировать за счет той самой свободы воли, которую все говорят, что не существует, да, а на самом деле, то есть между полами существует конкуренция. И вот это один из важных моментов, который нужно иметь в виду, то, что не просто так то есть идет процесс размножения. На самом деле это достаточно такой сложный и нетривиальный процесс, потому что, ну, для того, чтобы приступить к размножению, нужно, во-первых, впервые, да, подпустить к себе особь другого пола, позволить проникновение, обычно, если речь идет, да, уже о внутреннем оплодотворении. В случае внешнего оплодотворения там другие варианты, ну там тоже мы поговорим о том, какие там варианты с конкуренцией. Ну, то есть подпустить к себе особь другую, и, в общем-то, достаточно какие-то нетривиальные, агрессивные действия. И вот считается, что для самок выгодно, то есть избегать, для самок невыгодно часто, скажем так, вступать в половой акт. Вот это вот первое, значит, да, скажем так, момент, в котором может быть конфликт. То есть самцу выгодно передать максимально своих генов, а самке выгодно избежать этого. И вот это вот первый момент, ну такой, это пример, иллюстрация скорее того, как может выглядеть половой конфликт. Он на самом деле может быть в разных вариантах, и разные организмы имеют разные стратегии размножения. Ну вот тут конкретно речь шла о том, что самцы и самки конкурируют, то есть между собой за то, чтобы каждый хочет передать больше копий своих генов и потратить меньше физиологических ресурсов. То есть вот в этом суть. И вот эта вот специализация, на самом деле, которая возникает между полами, она несколько вот снижает. То есть по мере того, как виды развиваются, по мере того, как у них возрастает специализация на вынашивание детеныша, по мере этого у них как бы и снижается немножечко вот эта вот конкуренция. Но стратегии на самом деле могут быть разные, стратегии размножения даже внутри одного вида. То есть первый момент, который мы уяснили, то, что между полами существует соревнование, каждый хочет вложить меньше, передать больше копий генов. А второй момент, то, что внутри одного вида эти, скажем так, стратегии, вот эти задачи, они могут решаться по-разному. Одни виды, да, то есть одни особи, одни какие-то группы внутри вида, они могут приспосабливаться к одному способу, к одной стратегии брачных отношений, а другие к другим. То есть внутри вида существует разнообразие. И это вот мы разбирали на примере, скажем так, турнирных видов. Это вот как бы моя терминология, да, Виктор говорит, что там в англоязычной литературе такая терминология не принята, но не говорят о таках, да, ток. То есть место тоже там, где место такования, туда, где приходят самцы и устраивают свои вот эти вот какие-то соревнования показательные, то есть соревнуются за самку. И, в общем, это характерно для очень многих видов, оказывается, и, в общем, начиная от насекомых, то есть одни и те же стратегии, они много раз воспроизводятся в процессе эволюции, начиная там, от насекомых, беспозвоночных, да, и заканчивая приматами. То есть много раз возникают одни и те же механизмы. Это говорит, что, в общем-то, в зависимости от условий организмы по-разному приспосабливаются к размножению, то есть приспосабливают свои стратегии размножения. И что нам тут нужно сказать? Ага, ну и вот пример, собственно, касался того, что есть разные стратегии у особей
одного и того же вида. Часть, то есть не все самки, как оказывается, это вот как раз в процессе эволюционного вот этого вот моделирования, они показывают, что если бы самки всегда действительно выбирали только того самца, который побеждает, то есть самого там сильного, да, победителя турниров, то очень быстро, там за несколько поколений установился бы баланс генов такой, что вся популяция стала бы однообразной. Это привело бы, ну, просто к такой гомогенизации, да, популяции. Этого никогда не происходит. Это известно всем, то есть биологам, это в принципе известный факт, генетикам, то, что баланс генов, то есть вариантов генов, вот так называемых аллелей, он в процессе, в популяции придерживается на одном и том же уровне. То есть есть постоянный для вида характерный баланс генов, который в течение времени практически не меняется, да, если популяция свободно скрещивается. Вот. И в общем, это объясняется тем, что даже у таких видов, у которых есть турниры, у которых есть соревнования, у них есть самки разных видов с разными стратегиями, которые выбирают, скажем так, разных самцов. Часть самок может выбирать тех самцов, скажем так, скрещиваться с первым любым встречным самцом, которого, допустим, она встречает по дороге, как идет на этот ток, да, на турнир. То есть она не выбирает, в общем-то, то, что мы, помните, недавно говорили о половом импринтинге. Первый половой партнер, который, в общем-то, встретился, который оказался удачным, он запечатлевается, и, в общем, и это, скажем, такой твой типаж на всю оставшуюся жизнь. Ну, это для кого угодно, хоть для жуков, хоть для птиц, это вот, в общем, работает таким образом, хоть для каких-то еще видов с турнирами. Второй вариант – это выбирать действительно победителя, то есть самого сильного самца, ну, сильного условно, просто победившего, да, которому больше повезло в данном случае. Это вот вторая стратегия. И третья стратегия – скрещиваться с любым, кто остается на этом токе. То есть постоянно идут какие-то турниры, самцы могут одни приходить, вторые уходить, но тот, кто пребывает как можно дольше в этой вот, на этой соревновательной площадке, соответственно, туда приходят самки, у него больше шансов скреститься с кем-то, да, то есть оставить, передать свои гены большему числу самок. То есть есть вот две такие стратегии. Одна стратегия – держаться в стороне, и, кстати говоря, это для приматов показано тоже, что есть такие самцы, которые, в общем, такие достаточно неконфликтные, которые предпочитают держаться в стороне, даже у таких достаточно агрессивных видов, ну, например, у обычных шимпанзе крупных. То есть они предпочитают, в общем-то, сидеть где-то в сторонке, но к ним всегда находятся самки, такие, которые вот, которым понравится такой спокойный, в общем, дружественный парень. А есть, значит, те, которые как раз-таки выбирают, ну, опять-таки, тех, кто дольше. И вот среди тех, которые соревнуются, есть, ну, то есть спринтеры и стайеры, грубо говоря, да, те, кто рассчитывают на быстрый результат, быструю победу, или те, кто просто дольше остается в этих соревнованиях. Вот таким вот образом. То есть это нам говорит о том, что вот даже внутри одного вида есть разные стратегии. И еще с этим связанный вопрос по поводу стратегии размножения. Если помните, даже я в своих вот последних видео упоминала о таких стратегиях, как К и Р стратегии, то есть это стратегия К, это, ну, давайте, Р, это быстрого размножения, производства большого числа потомков, в которых вкладывается меньше ресурса. И вторая это К-стратегия, то есть это меньше потомков, больше ресурса, дольше период детства и реже рожать их, дольше воспитывать, соответственно, ну вот таким вот образом. Но вот Виктор говорит, что сейчас эта гипотеза, она практически не используется. Ну как практически не используется? В общем-то, она не получила своего подтверждения, потому что виды могут менять, достаточно значительно менять свою стратегию размножения, да, в процессе времени. И, в общем, для одного вида характерная разная динамика популяции. То есть, когда, допустим, вид заселяет новый ареал, он, я надеюсь, все понятно, да, все. То есть, когда вид заселяет новый ареал, он размножается более активно, ведет себя больше как К-стратег, в то время как уже плотность популяции увеличивается, он ведет себя как Р-стратег. И это, кстати говоря, наверное, будет все-таки актуально делать постоянно отсылки к человеку, да, хотя, в общем-то, разговор был не об эволюции человека, а в целом, но это вот то, что мы видим на примере людей, которые живут в городах. Вот мы недавно с Анастасией Анушкой Джимом поднимали такую тему. Это проблема размножения в городах. Ну, не только в городах, в принципе, и в странах, да, таких вот развитых. То, что
действительно при достижении определенной плотности популяции, скажем так, размножение, скорость размножения, она значительно замедляется. И, в общем, поскольку это, вот если говорить в целом о человечестве, у нас все время шел такой достаточно интенсивный рост популяции, то, в общем, закономерно, что когда-то он должен замедлиться. Но замедляется он, опять-таки, где, ну, в больших городах, то есть там, где плотность населения больше, там, где мы чаще встречаем незнакомых людей. Вот таким вот образом. А переехавши куда-то в новую там местность, в новую какую-нибудь незаселенную, вот эти вот как сейчас рост пригородной зоны, да, происходит, вот как раз там хорошие условия, там молодые люди, которые переезжают, которые располагают ресурсом, что немаловажно, потому что размножение сводится к тому, что мы передаем ресурс. Если у нас есть не только, мы накапливаем, привыкли накапливать не только физиологический ресурс, передавать там не только яйцеклетки и еду, да, но привыкли там уже, что у нас ресурс представляет собой какие-то там деньги, предметы роскоши, то мы, соответственно, накапливаем уже этот ресурс для того, чтобы передать его потомству. И вот тут еще такой момент, что для человека уже социальная эволюция, она такая играет большую роль в этом плане, потому что уже лимитирующим фактором для того, чтобы завести детей, у нас уже является не только там то, что ты там достаточно толстый, да, и достиг репродуктивной зрелости, и там у тебя там что-то там есть, но у тебя должно быть достаточно денег, у тебя там должна что-нибудь, какое-нибудь собственное жилье, там, чтобы ты еще желательно детям что-нибудь там сразу передал. Ну, в общем, это вот все связано как раз с тем, что наш вид тесно вот завязан на биологии и культуре, то, что у нас, в общем, культурное наследование играет вот такую вот значительную роль. Вот, да, так что КИР-стратегии, они, в общем, могут меняться, применяться, в общем, даже в рамках одного вида. Но, с другой стороны, мне кажется, что все-таки не нужно забывать, ну, не нужно сравнивать такие виды, как там, допустим, какие-нибудь крупные млекопитающие, киты, слоны и каких-нибудь мелких насекомых в плане того, чтобы, в общем, сравнивать их между собой. Все равно, мне кажется, что количество ресурса разное. Но, с другой стороны, у этого животного, может, это в процентном соотношении, знаете, определенный процент ресурса, который мы можем потратить на одного потомка. Вот таким вот образом. Ну что, в общем, пока я дошла до какой-то логичной паузы, давайте почитаю ваши вопросы. Может, меня куда-то занесло. Напишите мне, пожалуйста, если я какие-то говорю вещи непонятные или неправильно. В общем, отпишитесь, дайте какую-то обратную связь, а я пока почитаю ваши вопросы. Смотрите, так, ну, не знаю, начать с вопроса о своей психопатии. Смотрите, Дмитрий, значит, у меня, Дмитрий, ты застал, я не знаю, это вопрос. Ну, в общем, давайте так, коротко вопрос. Являетесь ли вы психопатом? Ну, как можно ответить на этот вопрос? Как можно выяснить, вообще является человек психопатом? Ну, есть критерии, о которых я рассказываю, такие вот, как бы, не клинические, да, субклинические. Можно пройти тест. Тест на психопатию, их есть много, я вам советовала, кстати говоря, ну, тем, кто меня спрашивал, да, какие тесты там можно проходить. Есть классический список Хейра, и, в общем, ну, то есть по всем опросникам у меня очень низкий уровень психопатии. Он там 2-3 балла по списку Хейра, и это в основном касается таких вот пересечений с шизоидными чертами. Там, знаете, речь идет о отстраненности и там замкнутости. То есть вот я по первому фактору психопатии, который там вот хладнокровие, я там набираю там, может, ну, 3 балла, скажу, чтобы не занизить. А то, что касается антисоциального поведения, то вообще все не про меня. Вот фактор 2, там все полностью наоборот. Я человек крайне, так сказать, сдержанный, законопослушный, так что в этом плане нет. Еще вот такой четкий критерий отсутствия эмпатии, ну вот мне бы хотелось, конечно, поэтому так увлечена психопатией, потому что мне интересно, как они могут, в общем, так вот жить без этого. Мне хотелось бы быть немного более хладнокровной, но, к сожалению, у меня очень такая развита болезненная эмоциональная именно эмпатия. Я не там супер какой-то там альтруист, но вот эмпатия в плане вот чувствования других, она у меня очень развита, и мне это не нравится. Это тот классический вариант с тем, как
описывает это Сапольский тоже вот хорошо, когда человек, у которого так высокочувствительный, скажем так, он пытается избегать своей эмоциональной боли, и поэтому отстраняется от других. И вот это тот вариант, по которому развивается шизоидность. И поэтому часто говорят, правда ли, что у шизоидов нет эмпатии, это неправда, потому что, во-первых, это не является критерием, во-вторых, у них у них внешняя холодность. Критерий — это внешняя холодность, внешняя эмоциональность. И происходит она как раз-таки из-за того, я это в многих видео о шизоидах рассказываю, что человек расщепляется, он использует расщепление для того, чтобы изолироваться от своей сверхчувствительности, от вот этих сильных эмоций, которые он испытывает. И, в общем, эти эмоции, они, как я тоже говорила в других видео, они включают как сенсорную чувствительность, так и эмоциональную чувствительность. То есть вот это вот отреагирование. Ну, в общем, конечно, в основном это касается, я стараюсь распространять так, что общаться только с близкими людьми, чтобы меня только на них это все, скажем так, хватало, да, этого, потому что, ну, и животные, вот то, что тоже хорошо известно, то, что шизоиды очень эмпатичны к животным, поэтому, да, это тоже вот это все кормление на улице, там, подбирание, это, я уже рассказывала, что у меня там дома тоже 5 кошек, 5 собак живет, сейчас последнюю я подобрала буквально перед войной, в общем, началась война, мы с мужем, в общем, с подобранной огромной собакой, потом еще путешествовали, собирали своих и так далее. Ну, в общем, не похоже. Я вот тоже интересовалась этим вопросом, потому что шизоидные и психопатические черты, они пересекаются. Но, в общем, не выходит, короче, из меня психопат, как ни крути. Так что да, надеюсь, на этот вопрос ответила. Ну, а тот спор, который вы там застали, вот, это другом. У меня... И да, друзья, кстати говоря, это должна предупредить, потому что такой вариант, как ты шутишь, я часто иронизирую в своих ответах, так что не воспринимайте все вот за чистую монету, то, что я говорю, особенно когда, то есть, когда меня откровенно пытаются где-нибудь там подковырнуть, что-то вывести на эмоции, ну, то есть не воспринимайте все прям буквально. Так, давайте вернемся все-таки к эволюции. Я, в общем, рассказала, да, разложила за свою психопатию. Теперь давайте вернемся дальше. Оксана, уже есть хорошая математическая модель, которая хоть как-то приближена к реальной эволюции. Смотрите, Михаил Мельников. Моделей очень много. И если вы поинтересуетесь, вот вообще зададите там где-нибудь на NCBI, там, на каком-нибудь, например, там evolution modeling, да, вам выдаст огромное количество статей. Это сейчас метод эволюции, то есть метод, ну, реконструкции, метод изучения эволюции. Поэтому по этому поводу очень много исследований и много, конечно, моделей. Что значит модель? Модель же, она касается каких-то частных процессов. Вот, например, то, что мы вот обсуждали с Виктором, у него, вот он даже в своей работе, вот это вот PhD, да, аспирантская, условно говоря, он исследовал, у него было 3 проекта, и каждый проект — это отдельное направление. Ну, вот последний, который мы обсуждали, это рекламирование, скажем так, овуляции у самками, то есть реклама репродуктивной готовности. Вот. То есть вот такой вот узкий вопрос. Опять-таки вот отдельный — это выбор самцов, то есть выбор стратегии размножения, выбор самца. Потом, ну, и так можно, это только половой отбор. Потом же у нас есть разные там стратегии выживания, как смена условий. Вот недавно тоже смотрела Александра Маркова, у него, значит, его там теория, она касается роли культурного наследования, да, то, насколько культурное наследование играет роль в процессе эволюции у тех видов, у которых появляется культурное наследование. То есть моделей очень много, но как, насколько они правдоподобны, ну, то, скажем так, моделирование, оно состоит в том, что разрабатывают как, задают какие-то начальные условия, несколько вариантов условий, и выбирают ту модель, которая, в общем, приближена к реальной ситуации, которая наблюдается в реальности, да, вот в той популяции, которую мы, допустим, изучаем. И вот этот вот процесс, в общем, подбора, да, в общем, ну, скажем так, машина делает то, что просчитывает все варианты, и вот результат каждой любой этой статьи — это вот какая-то модель, которая максимально, на взгляд авторов, приближена к реальности. То есть, ну, моделей много, просто они описывают отдельные
фрагменты, отдельные этапы этого эволюционного процесса. Ну, то есть достаточно много. То есть единая модель, скажем так, эволюционная, которая сейчас вот это там, неодарвинизм, скажем так, даже молекулярный, наверное, неодарвинизм, которая сейчас вот в целом так теория эволюции, которая присутствует. Но она включает вот много аспектов, да, над которой работают разными способами. Так что вот таким вот образом. А как мы можем сказать, насколько она приближена к реальной эволюции, если мы не знаем, с чем сравнивать. В этом и смысл, в этом смысл всей науки, понимаете? Если бы мы могли, если бы у нас было какое-то золотое сечение, золотой стандарт, к которому мы стремились, так и наука бы была не нужна. Мы же не пытаемся что-то воспроизвести, пытаемся вынести. Всегда кажется, что та парадигма, которая есть на данный момент, она правильная, а потом все меняется. Так, межрасовые браки способствуют улучшению генетики. Ну, смотрите, широкий вопрос. На самом деле, по генетике человека и вообще по расам, ну, есть много материала. Я даже вот не знаю, некоторые, мне кажется, что можно о чем-то записать, но потом я смотрю, что есть такие хорошие, в общем, материалы на YouTube, что нет в этом и необходимости. С другой стороны, может быть, стоит как-то упростить это, объяснить. Смотрите, в чем прикол рас? В том, что на самом деле генетическое разнообразие между расами, оно вообще небольшое, незначительное. То есть, во-первых, разница между расами, она аллельная, скажем так, ни одна раса, там, ни одно представитель какого-то вида, он не имеет других генов, другого генотипа, каких-то дополнительных, лишних или еще каких-то там генов. Он имеет другие варианты этих генов. Ну, условно говоря, гены там темных, светлых волос, да, там есть там 3 пигмента, которые отвечают за пигментацию волоса, есть там черный, есть там как там феомеланин и все, что ли, 2, и третий вариант, это когда их нету, да, пожалуй, их 2 всего. И вот эти 2 варианта, они вот обеспечивают то разнообразие людей, которые, ну, то есть цвета волос, которые существуют, разное там количество экспрессии этих генов. Вот таким вот образом. И, в общем, между представителями рас генетическое разнообразие значительно меньше, вот если сравнивать их как группы, чем внутри каждой расы. То есть внутри расы за счет того имбридинга, который существует, это может, когда там разделялись, когда человечество там жило изолированными группами, когда там часть нас там жила где-то там в Сибири, сейчас еще вот в Африке вот эти вот группы, они отличались. Но сейчас на самом деле вот человечество, оно настолько однородное, что вот эта разница вообще несущественна. Если мы там смотрим разницу по, допустим, ну, по цвету кожи, вы же понимаете, что это только один признак, который может быть скомбинирован. У нас там порядка 25, ну, 20 тысяч генов это точно есть. И вот этот признак, он может скомбинирован быть с абсолютно другими, любыми другими признаками. Есть условно там одна хромосома, группа сцепления, которых там 23, вот эти 23 тасуются как угодно. Кроме того, между ними еще есть рекомбинации, они еще внутри перемешиваются. И вот за все это время существования человечества, когда разделились расы, а расы разделились, ну, никто не знает, но примерно считается, что там в неолите, да, вот уже там порядка 10 тысяч лет, начало что-то такое вот похожее на современное разделяться. То есть вот, и все это время мы как бы перемешиваемся. Есть вот эти вот условные там маркеры, по которым отслеживают, но учитывайте, что этот маркер это только один фрагмент, и он может сочетаться с абсолютно любыми. То есть один и тот же генетический маркер может иметь, условно говоря, человек там с негроидной внешностью и человек там с европеоидной внешностью, но все остальные, у них аллельный вариант, вот эти вот генетические варианты, они другие. И это дает нам возможность, это важно только для того, чтобы восстановить пути миграции. Это используется, если это было настолько очевидно, то, в общем, могли бы просто по внешнему виду оценивать, да, людей, зачем это все сложности генетические. Но нет, это нам дает возможность восстановить именно пути миграции, как они были раньше. То есть, вот, это вопрос о том, это, во-первых, я говорю о разнообразии рас. И, кстати говоря, сама белый цвет кожи, он появился по оценкам там примерно около 7 тысяч лет назад. Это вот как раз-таки уже генетический анализ показывает. Это по поводу разнообразия. Что еще нам сказать следует? То, что
если мы говорим, если поставить вопрос шире и сказать, способствует ли скрещивание более разнообразных людей какому-то, ну, профиту, да, условно говоря, генетическому, эволюционному, то, да, способствует. Это такая инбридинг, в общем, и это тот вариант, когда, вот, господи, не наоборот, как это называется, аутбридинг, то есть снаружи приход генов, он приводит к тому, что, в общем, эффект гетерозиса, так называемого усиления гибридного, и разные гены, они вот дополняют друг друга, и мы вот получаем более сильный организм там в каком-то там, первых каких-то поколениях. Вот такой эффект есть. Но с другой стороны, с учетом того, что я сказала, разнообразие, он как бы сомнительный в плане раз. Но в плане того, чтобы поддерживалось разнообразие, да, это, конечно, так работает, и поэтому мы выбираем себе партнера, как говорят, да, там вот на основании феромонов с разными там наиболее разнообразными комплексами гистосовместимости, вроде как есть исследования, которые там действительно это подтверждают. И в этом плане, ну, то есть, вот если действительно работают эти вот феромоны, так как это нам объясняют, хотя они работают не только вот на уровне ну, восприятия, не только на химическом уровне. На самом деле вот это вот притяжение, оно же работает и на уровне физики, предпочтения определенного типа, да, типажа партнера. Так что да, это все есть. И в этом плане гораздо более надежно полагаться на то, что человек тебе, на то, что тебе, грубо говоря, нравится запах его пота, чем на то, что у него другой цвет кожи, чем у тебя. Вот в таком вот плане. То есть эволюция в этом плане предусмотрела лучше, чем мы это можем сейчас какими-то со своими знаниями применить. Вот таким вот образом. Так. Так, еще слышал, что половое размножение дает преимущество в защитном механизме, вероятность передачи плохих генов, болезней и так далее значительно ниже, чем при делении, верно? Ну, при делении вы имеете в виду бесполое размножение? Да, конечно, это ну, основной, скажем так, аргумент, основная гипотеза, которые объясняют вообще происхождение, конечно, и генетической рекомбинации, полового размножения. Это гипотеза увеличения генетического разнообразия. Безусловно, оно увеличивается. Но это не к вопросу о происхождении пола, а к вопросу о происхождении рекомбинации. Вот, допустим, те же самые бактерии или простейшие, они генетически рекомбинируют, они могут обеспечивать, скажем так, вот это вот, ну, в общем, разнообразие, вы поняли, да, определенные там и мутации происходят, и рекомбинация уже этих мутаций. Но вот вопрос был еще в том, который мы обсуждали вчера, зачем именно два пола? А зачем два пола? Вот я уже объяснила это немножечко раньше, что у нас возникает некоторая специализация на том, как мы размножаемся. Так что да, ну, безусловно, да, польза от этого есть, но это польза, понимаете, которая в долгосрочной перспективе. А вот какая польза в ближайшей, скажем так, перспективе, в первом поколении, это вот не так очевидно, потому что цена полового размножения достаточно большая. Мы все-таки передаем в 2 раза меньше своих генов, верно? Скрещиваясь с другим партнером, мы вынуждены, как это сказать, у нас есть банк, и мы туда вкладываем только 50% своих генов, а если бы, в общем, это был партеногенез, например, то есть размножение бесполое самками самостоятельно, как это там есть у многих беспозвоночных, и есть вот даже у рептилий, у земноводных некоторых тоже показаны там такие варианты. То есть, ну, это ты 100% себе оставляешь все свои гены, то есть ни с кем не договариваясь. Так, не знаю, к чему комментарий. У носителя рецессивных генов есть возможность привнести в генетику потомков доминанту. Не знаю, что вы имеете в виду. То, что рецессивные и доминантные гены могут меняться местами, ну, за счет мутации это все происходит. То есть там может... Вообще это все... На самом деле, если вот вам честно сказать, тоже мы долго разговариваем, это такой вот инсайт, то, что вот генов с полным и неполным доминированием признаков, которые наследуются по такому типу, их очень мало, очень мало. В основном это всякие взаимодействия гена. Вот
Мендель, он такой был, вот, который открыл законы генетики, он был какой-то гений такой, да, и, в общем, ему очень повезло с объектом и с признаками, которые он выбрал, что он вот открыл свои законы, которые действительно работают, но вот по факту у других организмов, вот даже у человека, очень мало генов, которые наследуются именно строго по такому принципу. Обычно они все очень сильно взаимодействуют между собой. Для того, чтобы выстроилась вот такая вот сложная конструкция, нужны сложные взаимодействия между генами. То есть вот строгой там рецессивности и доминантности ее можно найти и встретить очень редко. А видов взаимодействия генов их много. Ну, если будет интересно, если будет запрос, я буду снимать видео по генетике, но пока я вижу, что особо научные какие-то видео моей публике не сильно интересны. Больше интересны там психология и такие вот около поведенческие вещи. Сонастройка. Вы все интересуетесь своим вопросом сексуальных девиаций, если это невыгодно для размножения. Ну, тут есть несколько вариантов. Ну, во-первых, что считать сексуальными девиациями? Что вы имеете в виду? Это какой-то фетишизм там или как это, что там туда входит, зоофилия там с какими-то представителями других видов или там с кем еще? Или это просто вы имеете в виду гомосексуальность? Ну, во-первых, то, что я говорила, первый и самый очевидный вопрос – это, ну, просто шум системы. То есть ни одна система биологическая не работает идеально. Это во-первых. И поэтому, ну, мы же не относимся слишком там, как сказать, с большим интересом, что человек как-то экстравагантно там одевается, хотя это тоже имеет, да, свои, или там что-то питается как-то не так, все, если у него какие-то особые пищевые вкусы. Но вот к сексуальным девиациям почему-то у нас большой интерес. Ну, это, наверное, потому что, опять-таки, потому что размножение – это основной, да, лейтмотив существования всех живых организмов, наверное, по этой причине. Если касаться, вот, допустим, гомосексуальности, то есть несколько теорий на этот счет, может, тоже отдельно об этом поговорим. Ну, вот такое предположение, которое достаточно пользуется поддержкой в настоящее время, это то, что теория родственного отбора, скажем так, то, что, ну, вот гомосексуализм хорошо ложится в эту теорию того, что иногда выгодно не вкладываться в свои гены, потому что в своих детей, потому что мы вкладываем туда свой физический, да, физиологический ресурс, материальный, а иногда выгодно помогать поддерживать потомков, ну, то есть своих родственников. И это вот, знаете, это известная поговорка о том, что можно пожертвовать жизнью. Ну, на самом деле, тут не просто жизнью, а размножением. Там за то, чтобы размножились 2 брата или 4 кузена, там немножко другая математика, да, при размножении. Ну, в общем, условно говоря, вложить в них ресурс, а не в себя, то она вот вполне оправдана с генетической точки зрения. Ну, то есть вот если в рамках вот этой теории, то это так. Ну, есть теории того, что это действительно там ошибка, потому что это связано в том числе, там известны гормональные механизмы возникновения, в том, что это признак, который дает преимущество у одного пола и имеет, скажем так, ну, вот, негативные последствия для другого пола. Это повсеместно. И вот половой отбор, он в принципе на этом во многом построен. То, что один пол имеет больше, ну, скажем, имеет от какого-то признака профит, а другой нет. И вот в данном случае, если там женщина имеет много детей, да, она сама вот обычно, она еще и сама из многодетной семьи, потому что количество потомков, оно как бы наследуется, то у нее, то есть сыновья как раз склонны к гомосексуализму за счет того, что у нее повышенный, ну, очень высокий уровень эстрогена, и вот этого фетального тестостерона не хватает для того, чтобы маскулинизировать мозг. Вот таким вот образом. Есть такая теория. Ну, в общем, мы еще, думаю, к этому вернемся, потому что многих почему-то эта тема интересует. Нет, девиации, что? Это же исключения, они, в общем, такого на генеральную линию особо не влияют. Ну, в общем, какие-то... Кстати говоря, друзья, вы лайки ставите, а то людей много, а лайков мало. Это я сейчас вот глянула. Я, конечно, не требую, не заставляю вас, но вот если уже здесь, что они помогают выращивать потомство. Так, это тропических птичек очень красивые брачные танцы. Ну что, на тропических птичках нам, наверное, нужно перейти к теории гандикапа.
потому что уже, в общем, вопросов было много. Пока я тут вопросов не вижу, вижу, что все понятно. Итак, друзья, значит, еще один такой момент, который касается непосредственно полового отбора, это отбор по каким признакам? Во-первых, какой пол, давайте так, какой пол является выбирающим? Пол, который является выбирающим, вот при прочих равных условиях, то есть первый фактор, который влияет, это пол, который вносит больше биологический вклад потомства. То, что мы говорили вот об вот этой вот конкуренции полов, да, и вот пол, который уже вносит больше биологический вклад, он старается уже внести, скажем так, старается выбрать, опять-таки, извлечь максимум из противоположного пола, да, то есть не просто так раздавать свои гены, не просто так растрачивать свои, скажем так, сексуальные попытки, сексуальные акты, если в случае там с самками, то, допустим, лишние там овуляции. И в данном случае как раз-таки в основном это женский пол, потому что в случае, если, ну, опять-таки, у нас есть такая большая вот разница между яйцеклетками и сперматозоидами, то выбирающим является женский пол. Еще он обычно говорят о том, что это пол, который является, ну, это вот связано как раз-таки с тем, ну, уже с генетическим механизмами, скажем так, с тем, как наследуется пол. Вот это вот тоже может влиять. Это второй фактор, который может влиять. Ну и в-третьих, влияет, конечно же, факторы поведенческие, факторы среды. Как, в принципе, устроена забота о потомстве у данного вида. Если, допустим, есть такие виды, ну, рыб, вот, допустим, у которых самка выметала икру, у них там наружное оплодотворение, самец ее там оплодотворил, и дальше уже самец, в общем, собирает эту всю икру, и он вынашивает и икру, и детенышей потом в своем рту очень долго он не ест все это время. То есть вы понимаете, что тут забота о потомстве очень сильно сдвинута как раз-таки в сторону мужского пола. И вот в данном случае тут уже могут и самцы выбирать самок. Еще стратегия вот как раз брачных отношений, то есть конкретно тут моно или полигамия имеется в виду. Вот в случае, когда встречается моногамия, то есть когда пара создается на длительный период, это вот, кстати говоря, считается, что это вот для нашего вида тоже сыграла роль, то тут уже и самцы тоже определенные, поскольку он находится с самкой длительное время, он обеспечивает ее ресурсом, тоже производит, но опять-таки это все сводится к заботе о потомстве, и тут уже и самцовый выбор вступает в роль. Ну, то есть вот вы понимаете, что есть вот ряд таких факторов, которые влияют на вот этот вот выбор, на то, кто выбирает. И вот одна такая наиболее известная такая вот, ну, как сказать, разрекламированная, интересная теория гандикапа о том, что самки выбирают, ну, это уже больше о млекопитающих, да, вот почему-то, тут же птицы сейчас, ладно, это, ну, хотя бы о позвоночных, у которых там сложное поведение, сложная нервная система, которые выбирают, самки выбирают самцов на основании каких-то странных, неадаптивных признаков, но которые кажутся им красивыми. Ну, допустим, те же самые, вот тут спросили про райских птиц, да, тропические птицы, райские птицы, у которых, в общем, во-первых, они очень выглядят экзотично, у них там такие красивые хвосты, можете посмотреть, во-вторых, они исполняют очень сложные брачные танцы, в общем, это тоже там отдельный вид искусства, и вот, допустим, это как раз вот пример такования, да, и когда вот самка выбирает, например, то есть для самца очень дорого отращивать такой хвост, как то же самое надхвостье у павлина, тоже знаете этот пример, классическая, да, теория, которую им сложно носить. Он требует, в общем, для того, чтобы на самом деле вот быть ярко пигментирован, нужно получать, в общем-то, достаточно много еще вот этих вот всех ресурсов, минералов, в свой обмен нужно настроить по тому, чтобы синтезировать эти пигменты. В общем-то, это достаточно затратно с точки зрения эволюции изобрести вот такое вот сложное образование. Но, тем не менее, в общем, они на это идут, да, и потому что самки выбирают. И вот базируется эта теория, ну, сюда же относятся всякие там рога у оленей, и, в общем, все то, что вот какие-нибудь там носы, знаете, вот у приматов, вот эти вот у носачей, в общем, всякие такие вещи, которые на первый взгляд кажутся не бесполезными и неадаптивными, усложняющими адаптацию, но они выбираются самками. И теория у мужчин, кстати, у нашего вида, это вот борода считается, по такому же принципу происходит. Не только борода, на самом деле, вообще все, вся культура. Но сейчас об этом чуть позже. Вот, то есть самки выбирают те признаки, которые
должны усложнять адаптацию, исходя из того принципа, что вот мужчина, который самец, который может себе позволить иметь этот признак, он очень адаптивен, что если он может, ну, грубо говоря, если ты можешь купить себе какую-то крутую тачку, если ты на ней ездишь, значит, у тебя много денег, много ресурсов. Если ты можешь себе позволить отрастить классный, огромный, бесполезный хвост, значит, у тебя куча биологического ресурса, у тебя, то есть ты здоров, ты, в общем, в состоянии, да, это вот все обеспечить. Вот все точно так же работает. И в общем, и это вот одна из теорий происхождения языка, речи у человека, то, что это тоже он развился как вот такой вот по теории Гандикапа, как такой вот отбираемый, предпочтительный, бесполезный признак, который нравился самкам, да, ну, самкам, возможно, и самцам, если там шел половой отбор, но все-таки женщина как это, на интеллект не отбирают, там больше на красоту. Но я не буду глубоко в половой выбор человека, потому что я все-таки хочу сделать на эту тему отдельное видео. Давно уже обещаю и, в общем, очень хочу. Так, что еще по этому поводу? Ну вот, да, и, в общем, эта теория, она вроде как вполне валидно до сих пор существует. Ее, в общем, она, ну, как бы прогнозирует, позволяет прогнозировать какую-то динамику популяции вот на основании этого выбора. Так, при малочисленном потомстве страдает генетическое разнообразие. И да, и нет. Ну, это же все равно ваши потомки. Они малочисленные или многочисленные, они практически, то есть, ну, одинаковые, да, из тех же самых генов ваших и вашего там избранника состоят. Просто, ну, количество, просто экспансия, скорость заселения территорий страдает. Есть варианты, вот мы тоже обсуждали их, когда, и это отдельная стратегия, вот понимаете, да, сколько тут есть нюансов, когда самка может за одну беременность вынашивать детенышей от разных самцов. То есть ей вот выгодно как раз-таки скрещиваться с максимальным количеством самцов. И тут уже не жалко даже потратить свой ресурс, ну, это очень сложно на самом деле, да. Но тем не менее, вот она идет на то, чтобы скрещиваться с разными самцами ради того, чтобы обеспечить себе вот максимально, опять-таки, это все происходит неосознанно, имейте в виду, что это уже все закреплено в виде уже готовых, ну, поведенческих таких зарегулированных механизмов. Про психотипы интереснее. Ну, кому что, видите, вот пока у меня такая аудитория, да, которая больше интересна психотипам. Класть все яйца в одну корзину, да. Мне кажется, автор, наоборот, очень не антисоциально. Ну, видите, ну да, ну я тоже с вами согласна, что антисоциально. Просоциальный это называется, если человек не антисоциальный, то он просоциальный. Ну, я бы не сказала, ну, ладно, это уже оставляю на ваш суд. Я свои результаты тестов знаю, в общем, за собой уже наблюдаю достаточно внимательно, уже больше 30 лет. Так, делайте выводы сами. Как вообще может быть одна эволюционная модель, если все постоянно меняется? Ну, не знаю, что меняется. Ну, основные это направления не меняются. В общем, речь уже идет о нюансах, понимаете, о конкретных механизмах. То есть конкретные механизмы уточняются. То есть мы все глубже и глубже понимаем какие-то процессы. А общая эта схема, она, в общем, от дарвинизма-то классического не особо-то и отошла. Потомки носителей рецессивных аллелей. Ну, смотрите, нет, тут же не только о рецессивных аллелях речь идет. Альбиносы — это люди, у которых отсутствуют, ну да, как рецессивные. Но они не проявляются, да. То есть пигмент либо синтезируется, либо не синтезируется. Вот можно сказать, что просто отсутствует тот вариант гена, который, смотрите, тут опять вопрос доминантности и рецессивности. Есть два варианта гена. Один из них синтезирует пигмент, второй не синтезирует. Ну вот, они, скажем так, работают оба. Вот один просто вот ничего не делает, а второй работает. И вот понятно, что если он хотя бы немного синтезируется, то мы видим пигмент. Если его нет, если попадают несколько аллелей, при которых пигмент не синтезируется, то тогда мы не видим пигмента и видим вот альбиноса. Вот таким вот вариантом. То есть
Тут с другими какими-то генами это не связано. Это вот конкретно, когда попадает, ну, может, там связано в группе сцепления, конечно, находится в хромосоме с какими-то другими генами. Там у них же, у альбиносов, там тоже, я знаю, патологии какие-то есть, там и сердечно-сосудистая система, то есть у них там достаточно слабое здоровье, то есть с чем-то еще сцеплено, да. Но сам по себе вот альбинизм это просто попадание нескольких вариантов копий генов, которые отвечают за несинтез пигмента. Вот таким вот образом. А их количество, вы знаете, что вот это вот все ездили люди, как там, есть, знаете, вот эти вот шкалы, даже там шкала там цвета глаз, там цвета волос, в общем, и вот там вот как раз разные, вот очень большое такое вот разнообразие, спектр определяется. Это потому, что это так называемый количественный признак. Можете пигменты синтезироваться чуть-чуть, чуть больше, больше и больше. И вот есть люди там совсем там черные, да, причем с черными волосами, допустим, и белоснежной кожей, как какие-нибудь, кто там, знаете, средиземноморцы, да, наверное, какие-нибудь. Вот. А есть, в общем, наоборот. Ну вот, в общем, в таком плане. То есть это все отдельные гены, которые могут по-разному. И вот наибольшее разнообразие, да, вот действительно, если говорить о внешнем, это, вот, знаете, в Южной Америке, вот в Бразилии, на островах, вот там вблизи Южной Америки, вот там вот как раз-таки за счет того, что смешивались вот во время колонизации этих всех, в общем, разные народы, там наибольшее такое фенотипическое именно разнообразие. Никто не говорит, что оно прям таки генетическое, просто больше всего проявляется таких вот признаков контрастных, они вот собраны. Допустим, если происходила там ассимиляция вот с индейцами, да, то там практически все их, скажем так, европейские гены, их там передоминировали. Если происходит там смешение, метисация, то, что называется, с этими, с негроидами, то там тоже передоминирует. А вот как раз в Южной Америке там такое было интересное смешение, в общем, народов с разными контрастными вот такими доминантными признаками, что получаются интересные фенотипические комбинации. Ну, это так, кому интересно, можете поинтересоваться. Промискуитет, не знаю, к чему это. Подписан на канал тоже с гемофилией и болезнью Дауна. Ну да, да. Вот те заболевания, которые, опять-таки, вызывают какие-то вот наследственные такие тяжелые болезни, они, конечно, рецессивные. Почему? Потому что если возникали доминантные заболевания, которые приводили к такой вот высокой летальности, настолько, ну там смертельные, высоколетальные заболевания, они были доминантны, просто они вымирали все. Вот и все. За счет чего вообще возникают эти болезни, и за счет, это, знаете, такой широкий вопрос, как прячутся, в принципе, все болезни, признаки всякие вот такие вот расовые, в том числе. Это что, давайте так широко, почему фашизм, это, как это называется, расовый отбор, это, как оно у них называлось, Евгеника не сработала. Почему Евгеника невозможно? Потому что вот у нас есть эти вот 25 там, условно, тысяч генов, которые между собой там как-то могут рекомбинировать. И часть вот из них есть доминантные, а часть из них есть рецессивные. И вот те гены, которые рецессивные, они могут долгое время вот вообще передаваться в кучу поколений и не проявляться, да, потому что просто доминантный там вот оп, все время берет, ну или там, если их так множество, за волосы там или за рост отвечают, там много генов, вот они вот преимущественно там вот эти доминантные что-то дают какой-то рост, а эти вот рецессивные, они там вот ну, там, полимерия, там, немного другое то же самое. Ну, допустим, вот рецессивные не прячутся. В общем, грубо говоря, за счет того, что вот эти вот все гены рецессивные спрятаны, даже если мы уберем всех носителей доминантных генов с плохими, ну, условно говоря, теми, которые нам не нравятся, фенотипами, все равно за счет того, что, скажем так, у нас гены сохраняются в гетерозиготах, и они не имеют такого крайнего проявления. Гетерозиготы — это когда есть одновременно и доминантный, и рецессивный ген. И они не имеют вот такого вот крайнего
проявления, как вот там, допустим, мне нравится, там какого-то, что там, круглого черепа или там какого-то орлиного носа, они все равно проявляются через ряд поколений. То есть этот баланс аллелей, он все равно восстанавливается со временем. И почему сложные все вот эти заболевания рецессивные? Потому что если возникал такой доминантный ген, он просто уничтожал всех его носителей. Вот и все. Так, в общем, и работает это все. Да, болезненные гены могут давать положительные бонусы в определенной комбинации, неплохие, просто конкретные комбинации. Ну, про комбинации это другое уже, ну, допустим, да, есть там про примеры такие классические, да, про там серповидно-клеточную анемию, да, вот сейчас опять вот мне как подтвердили, да, ну, опять-таки, есть определенные, но понимаете, что это как бы, скорее всего, случайные такие вот совпадения, когда, то есть, ну, просто в такой вот в лунообразный этот, так уточню, потому что не все же видят чат, да, люди серповидно-клеточные, тем более в записи, анемии не болеют малярией. Есть такой факт. За счет чего? За счет того, что в плазмоде личинка вот не может проникнуть, не может размножиться, может в таком вот в луновидном вот этом вот серповидном эритроците. Ну, да, не может. Но от этого болезнь не становится, как сказать, лучше, да, от этого не повышается качество жизни ее носителя. То есть он, может быть, не погибнет конкретно от малярии, но какова вообще вероятность того, что он, ну, заболеет малярией? В тех регионах, где это эпидемиологическое, там, то есть заболевание, там, где это распространено, там, да, это может играть какую-то роль для отбора. То есть там вот немного больше будет частота этих генов, то есть они будут выживать, переживать, возможно, малярию. Но там, где, допустим, нет малярии, это же никак не влияет на течение самого заболевания. Есть такие, конечно, много примеров заболеваний, которые вот дают какой-то профит в размножении, допустим, даже в дорепродуктивном периоде. Вот, допустим, это самая болезнь Хантингтона, да, вот это вот, которая вот тоже показано, что там есть интеллектуальные там преимущества у людей там заранее, то есть до манифестации и так далее. Вот, ну, то же самое есть теория с шизофренией, то, что вот в определенном, в небольшом количестве эти гены дают преимущество. Это вот то, что касается потомков, родственников людей с шизофренией, то, что они якобы, ну вот, более способны творчески. Там речь идет не про IQ, не про интеллект, не путайте, а просто про какую-то там креативность, вот способность решать задачи. Ну, кстати, способность решать задачи, она и должна быть связана с IQ. Ну, вот таким вот образом. Есть такое, да, там, конечно, множественные вот эффекты этого. И, ну, в контексте нашей беседы это актуально, если мы говорим про какие-то признаки, которые вот, ну, невыгодны, но привлекательны для самок. Вот самка, допустим, выбирает что-то там, вот ту же способность там, например, хорошо говорить, да, она действительно хорошо указывает на интеллект, это безусловное преимущество. Хотя когда-то, наверное, первые там люди, которые учились там произносить какие-то звуки, это не казалось таким уж полезным. Ну, это прям сложный какой-то пример. Ну, придумайте что-нибудь попроще. Вы поняли, в чем смысл? В том, что да, изначально, когда какой-то признак возникает, он выглядит просто как какая-то странность, необычность, и самки могут выбирать вот этот вот необычный признак. Ну, вот как та же самая, допустим, борода. Сколько они исследовали эту бороду, никакой у нее, в общем, полезной функции утилитарной не нашли. И приходят к тому, что, ну, вот это вроде как просто казалось самкам каким-то привлекательным. Самцов бородатых было меньшинство когда-то, и вот они, в общем, были как предпочтительные. Вот таким вот образом. Но опять-таки способность отрастить бороду, она связана, как вы понимаете, с способностью, да, то есть с каким-то достаточным уровнем тестостерона, репродуктивной, ну, так, опять-таки, это условно, опять-таки, с уровнем тестостерона, если у тебя нету самих генов, ну, развития, обуславливающих развитие волос на лице, то никакой, сука, тебе не давай тестостерона, у тебя она не вырастет просто так для этого. То есть гормоны, они только регулируют активность генов. Вот, вот таким вот образом. Что еще по этому поводу можно сказать?
Вопросы есть еще? Хронический танзелит защищает от ковида. Интересно, не знала такого, не слышала. Возможно, за счет того, что просто там постоянно присутствует напряженность иммунитета, и, в общем, ну, хотя это опять-таки разные противобактериальный и противовирусный иммунитет, но на этапе проникновения клеточный иммунитет, он вполне может играть роль в этом самом, ну, то есть в защите от проникновения вируса. Может быть, таким образом это работает. То есть можно предположить, что это может быть так. Ну, это предположение, опять-таки, это все. Ярко выраженный турнирный отбор у самок. Как обстоят дела у социальных насекомых, муравьев и пчел? Вот это интересный вопрос. Смотрите, есть ли насекомые, у которых ярко выраженный турнирный отбор у самок? Ну вот вы же видели вот этих вот всяких. Те, которые выглядят странно, у тех и есть ярко выраженный турнирный отбор. Вот эти вот всякие жуки, олени, носороги, не знаю, какие там их латинские названия. В общем, ну это же все как раз-таки в эту тему. Это как раз бесполезные и сложные, в общем, такие, они еще и дерутся, да, то есть они их используют непосредственно для турниров. И кроме того, это же такая ерунда, что если он перевернется, он же обратно не может перевернуться. То есть это вообще практически может быть летальным признаком. Но тем не менее, видите, что творят самки. Они способствуют тому, что они, в общем, размножаются, такие эти рогатые самцы. Вот. Как обстоят дела у социальных насекомых, у муравьев и пчел? Так, как у них обстоят дела? Ну, в тонкости там их выбора, ну, там же вообще у них размножается одна особь. То есть это вот такой крайний пример, это как раз хороший пример, вот эту тему мы еще не затронули сегодня, как раз таки родственного отбора, вот о котором мы говорили, то, что отдать там жизнь, да, за там двоих или четверых родственников. Но вот тот вариант, когда вот все рабочие особи у социальных насекомых, они как раз таки отдают всю свою жизнь, весь ресурс, причем трудятся они достаточно тяжело там для того, чтобы размножилась их, в общем, единственная, да, родственная особь, для того, чтобы вот эта вот матка, царица, как там она у них называется, для того, чтобы она дала свое потомство. Ну, таким вот образом они, в общем, все генетически однородны, и это такой вот экстремальный пример родственного отбора. И он у них, вот, как видите, достаточно ну, хорошо работает. Они уже, ну, там, много миллионов, не знаю, сколько лет, но однозначно они возникли, там, эти насекомые очень давно, да, и это одни из самых древних организмов, как видите, они в неизменном виде вот живут все это время. Это значит, что эта стратегия хорошо работает, то есть она позволяет им жить в той нише, которую они выбрали, вот, длительное время. Ну, то есть вот мы должны понимать, наверное, уже в заключении, уже долго и скучно, что вообще суть, ну, то есть, понимаете, да, суть возникновения вот полов, вот это вот сюда, это все генетическое разнообразие, поддержание, развитие, но смысл-то на самом деле отдельного, ну, то есть отдельного вот вида и даже вот особи в том, чтобы максимально адаптироваться к текущим условиям, к той экологической нише, в которой он существует. И вот это вот все эти вещи, которые там приспособления, разнообразие, они играют роль, скорее всего, только при смене условий. И вот поэтому все вот эти вот механизмы, о которых мы говорим, они очень сильно завязаны на окружающей среде, взаимодействии с ней. И мы не можем рассматривать никакие, в общем, механизмы в отрыве от той ситуации, в которой они находятся, в том числе сюда и плотность популяции, и с какими видами там экологические отношения, то есть это там хищники, жертва, насколько там на них кто-то находится. Если, допустим, есть большое давление там хищников туда, тут важно, чтобы там, допустим, идет там давление, отбор на скорость, но это тоже не половой, да. Ну и, соответственно, самки тоже будут выбирать, скорее всего, тоже самцов, которые предпочтительно обладают какими-то чертами. Может, допустим, нервная система, которая помогает избегать хищников, она помогает находить больше самок, да, вот она такая активная, голос срывается совсем, то есть которая позволяет более экспансивно себя вести. И вот мы приходим к тому, что есть несколько тоже стратегий, тут может быть более такая вот активная позиция, убегать или затаиваться. Вот, это уже тоже
Так, может ли выровняться шея у голубя после перемерзания? То ровно держит голову, то поворачивает ее клювом. Выровняться шея, это, я же думаю, что если он ее поворачивает ровно, это не в шее дело. Ну, хотя, может, ну, представьте, у человека что же такое может быть после перемерзания, что у нас там что-то защемился, да? Воспалился какой-то нерв, неврит где-нибудь в шее. Но, скорее всего, это неврологическое, я знаю, что у птиц есть такие неврологические проблемы, когда они вот теряют вот эту вот ориентацию свою, не понимают. То есть, ну, это у всех есть, не только у людей, но вот у птиц тоже я видела такое, когда вот у них какие-то вот эти инфекционные, знаете, нервные заболевания, они вот поворачивают голову, потому что они у них ориентация в пространстве нарушена. Может ли, не знаю, это в каждом отдельном случае. Вы знаете, даже с врачами, когда разговариваешь, они не дают никаких прогнозов, они говорят, что в индивидуальном случае может все что угодно, поэтому вы надеетесь на лучшее. Ну, в общем, вот так вот. Да, что еще? Все, больше вопросов нет. Больше вопросов нет, я даже не знаю, вроде вам все рассказала. Если есть еще какие-то вопросы, можете задать. Ну, в общем, я, наверное, исчерпала эту тему. Может, и болезнь Ньюкасла, да, тоже нервное заболевание. Ну что, друзья, все, тогда спасибо за внимание. Уже больше часа проболтала. Это такой поздний эфир. Спасибо всем, кто зашел на него все-таки посмотреть. Надеюсь, это вам прояснило немного тему нашей беседы. Пишите, если что, комментируйте. Все, нейропикап. Ну, не знаю, вот я вообще далека от темы, знаете, вот этих всяких того, как применять что-то. Это вроде как говорят, что это, ну, пользуется спросом, как что-то влиять, там всякие биохакинги. Ну, биохакинг вообще, мне кажется, ну, не особо рабочая тема, и всякие там вот питания, всякие пикапы. Мне вот кажется, что мы вообще, наши возможности настолько ограничены по сравнению с тем, что создала эволюция, что любые наши вот эти сознательные потуги, они вообще только вредят тому, как мы живем. Лучше всего жить расслабленно, прислушиваться к себе, но не слишком сильно, не для того, чтобы возникло всякие там ипохондрии или что-нибудь еще. Вот, и, в общем, ну вот, жить так, как тебя вот направляют твои подсознательные мотивы. Здравствуйте, очень вовремя. Мы заложники своего психотипа Джибен Мау. Ну, вопрос неоднозначный, но по гипотезе Джима, да, так и есть. Ну, то есть есть, конечно, врожденные свойства, да, которые направляют. А если устойчивые психотипы, это вопрос. Это вопрос. И вот, в принципе, как показывают такие внимательные исследования, в течение жизни может меняться абсолютно все, вплоть до стратегии размножения. Но есть какие-то конституциональные свойства. Ладно, об этом мы много говорим в других видео, так что это уже пошла философия. Все, всем спокойной ночи, спасибо, что смотрели. Всего хорошего.